Здравствуйте, друзья! С вами я, Игорь Жумадилова. Буду сегодня работать на передней поверхности шеи, а значит тяжи, второй подбородок, и будем прорабатывать зону декольте. Методика на самом деле решает несколько задач. И чтобы ориентироваться и делать упор только на определенную анатомическую зону, мы в любом случае подключаем лимфодренаж, так как у нас здесь рядом с ключицей находится грудной проток. Здесь у нас поверхностные глубокие мышцы есть. И в любом случае комплексный подход нужен. Модель у меня возрастная. Чтобы показать техники, я специально для вас подготовилась. Предварительно очистила лицо. Буду использовать органовое масло, так как на модели у меня кожа нормальная. Органовое масло, я считаю, идеально подходит и для возрастных лиц, и для сухой кожи, и для нормальной кожи. Итак, с чего мы начинаем? Я, конечно, как мастер порекомендовала бы своим моделям, кто приходит именно на массаж лица, хотя бы пройти несколько сеансов по телу, чтобы проработать все триггерные точки. На лице у многих возрастные изменения начинаются с осанки, с тела. Там было бы классно, если маnualist таз посмотрит, положение стоп, поясничную зону. То есть не забываем, что лицо не на веточке растет, с телом нужно обязательно работать. Я уже буду показывать свое. Потихоньку переворачиваю лицо клиента. Смотрите, я руки ставлю под ключицей. Мне нужно услышать, я руками буду чувствовать, отток лимфы активизируется, когда вы пальчики прикладываете на зону под ключицей и медленными движениями, как будто бы вы надавливаете, проникаете и помпажными движениями от центра, от ключицы, потихонечку переходите в сторону. Над подключицей очень множество лимфатических узлов находятся. Поэтому перед тем, как заходить к лицу, убирать брыли, поднимать угол рта, работать на носогубку. Но я сегодня на переднюю поверхность шеи буду работать. Я в любом случае активирую лимфоток. То есть улучшается лимфоток, микроциркуляция. Это и дает нам хороший эффект. То есть расслабляется мышца. И жизнедеятельность ткани улучшается. Дренаж пошел. Лимфу активируем только через дренажные техники, поэтому прям уделите внимание на зону ключицы. Хорошо видно. Смотрите, дренаж у меня продолжается. Буквально где-то минут 5. 3-4, максимум 5-6 я буду работать на активацию лимфы. Перед тем, как переходить на массажные техники, на другие, которые расслабляют мышцы, не забываем. И хочу сказать, лимфодренаж — это у нас считается база. Не запустив лимфосистему, на самом деле не совсем эффективно и не совсем правильно будет переходить прямо на зону лица. Только с мимической мускулатурой мы отдельно не работаем. Да. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вы знаете, лимфа у нас от лица, от центра к периферии так двигается. Вдоль носа, по бокам, возле грудино-ключично-цистовидной мышцы спускается к зоне ключицы. 2/3 лимфы приходится с левой стороны, 1/3 с правой стороны. Поэтому здесь грудной проток я тоже подключаю к работе, поэтому такие дренажные техники прям просится, хочется и нужно сделать, независимо от типа старения. Следующая техника. Я
потихонечку возьму ткань. Смотрите, здесь у меня, многие думают, тяжи, кольца Венеры, значит, нужно работать локально на только переднюю поверхность шеи. Нет, друзья. Я уже ранее сказала, есть подкожные мышцы шеи, то есть поверхностные мышцы есть глубокие мышцы, которые нам позволяют кивать головой из стороны в сторону. И эти мышцы глубокие, например, лестничные мышцы, крепятся к первому, ко второму ребру и участвуют в акте дыхания. Если у нас нарушена осанка, ваш клиент неправильно дышит, да, кислородное голодание, у многих зажата диафрагмальная мышца, то на самом деле эти мышцы, то, что нам формирует овал лица, если они зажаты в гипертонусе, то просто одной техникой невозможно корректировать и убрать проблему. Поэтому я начинаю с зоны декольте. Вот сегодня я хочу вот краткие приемы, небольшие приемы, которые работают все-таки. Это от грудной фасции, начиная потихоньку разминаем, разогреваем. Да, и я перехожу из стороны в сторону и буду двигаться снизу вверх. Угу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вместе с фейс-массажистом работает основательно, комплексно и мануальные терапевты, и массажисты по телу. Когда вы с клиентами работаете, обязательно, даже если некомпетентно решать такие проблемы, пожалуйста, проговорите, порекомендуйте. Все-таки не восстановив ось постуры, то есть ось тела, просто локально мы не работаем, комплексно подходим. Это и образ жизни, это и самочувствие клиента, психоэмоциональное состояние. Это все влияет на внешний вид. Мне кажется, чтобы было хорошо видно, я потихоньку поверну голову, да? И вот такие захват ткани делаем. И я от центра тяну вот такими приемами вверх. Угу. Это мне помогает усилить микроциркуляцию. Угу. После этих движений на самом деле от кожи и мышцы становится упругая. И хочу сказать, техника немного болезненная. Может показаться клиенту в первое время. Угу. Раз, два, три, четыре, пять. Такие техники на самом деле, если клиенту покажете, можно делать самой дома перед зеркалом. Угу. После этого обязательно вот так вот дренируем над подключицей и сливаем. Угу. Перехожу на вторую сторону. То же самое. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. От центра. Угу. Три, четыре. Повторяем несколько раз. И эти же приемы я немножко под другим углом, прорабатываю зону задней, боковой поверхности шеи. Раз, два. Такие разминающие круговые движения. Сильно не давим, ребята. Давить тут сильно не нужно, потому что здесь проходят еремные вены, артериальный приток, венозный отток, сосуды, нервы, все проходит здесь, поэтому глубоко, сильно не давим руками и пальцами не заходим. Угу. На поперечный отросток шеи не давим. Угу. Вниз. Угу. И расслабляем заднюю поверхность шеи. Это вот такие круговые движения. Можно сделать фалангами пальцев. Расслабить трапецию. Раз, два, три, четыре.
4. Плавно переходим на ушную раковину. Круговые спиралевидные движения. На самом деле кольца Венеры очень сильно углубляются, когда есть застой жидкости в организме, когда есть сутулость и положение шеи и головы она вперед уходит. Все эти, на самом деле, проблемы создают нам складки на шее. Складки, на самом деле, у всех есть и у молодых, но просто эти заломы вокруг себя притягивают воду и, знаете, как смотрится как тяжи. Ну, в народе так и называют тяжи. Все, плавно перехожу на вторую зону. На поперечный отросток не давим. Круговые движения. Прорабатываю боковую поверхность шеи. На ключицу сильно мы не заходим и не давим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Эти движения, эти приемы можно выполнять в косметологических кабинетах. Но перед вашей процедурой я рекомендую клиента записать на массаж тела. И следующий прием — это под нижнечелюстное пространство, там, где у нас скапливается жидкость, под челюстью проходят лимфатические узлы, поэтому застойная жидкость потихоньку вокруг себя собирает фиброз. Отечность переходит на стадию фиброза, и излишний кожный лоскут. Мы на самом деле замечаем там мышцы неупругая, и хочется сделать массажными техниками. Ну, на самом деле улучшить можно, да. Следующий прием то же самое. Смотрите, мне просто на камеру удобно вот так показать. Делаю захват ткани от центра к периферии веду. То есть на край нижней челюсти. То же самое на эту сторону. Или можно вот раз, два, три, четыре, пять. Много масла здесь не нужно, потому что у вас захват ткани. Скользить будут кончики пальцев, и вам неудобно будет работать. Раз, два, три, четыре. И от центра я опять перехожу, соединяю с ключицей и сливаю жидкость. 3, 4. Раз, два, три, четыре. От края нижней челюсти ниже по ключице, по кивательной мышце и вниз к ключице. И слив. После этих приемов с двух сторон завершающая техника — это у нас называется тракция. Потихоньку будем растягивать подкожную мышцу шеи. Ставим на овал, чуть-чуть лицо можно повернуть в сторону. Я буду работать с левой стороны. Поворачиваем голову. Смотрите, подкожная шея опять от грудной фасции начинается, стелет и на краю нижней челюсти крепится, да? Поэтому я руками, вот на левой стороне, правой рукой захват делаю на подбородке, на челюсти. Вторую руку ставлю на грудную фасцию ниже ключицы и потихоньку тяну. Очень медленно, очень медленно. Здесь мышцы соединительной ткани потихонечку растягиваются. Где-то 10-15 секунд удерживаем. Фасция любит растяжение с паузой. И переходим на другую сторону. Очень плавно. Голову не дергаем.
То же самое повторяем с другой стороны. В конце я немного работаю на зоне трапеции. Разминаю. Вот у меня движение. Я захватываю и тяну с двух сторон. Можно поочередно. И это движение довожу до зоны роста волос, до затылка. Прочесываем несколько раз. Вот можно на камеру еще раз показать. Вот такие движения у меня. Плавные, но немного вы углубляетесь в ткань. И словно удлиняете, расслабляем, удлиняете заднюю поверхность шеи. И переходим на ушную раковину. Давайте покажу по отдельности. Круговые движения. Здесь у нас проходят лимфатические каналы, лимфостанции. Поэтому ушную раковину обязательно прорабатываем. В конце таким движением завершаю. То есть делаю слив к ключице и вниз. На вторую сторону перехожу. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Перед проработкой лицевой мимической мускулатуры очень важно действительно уделить внимание на ушную раковину и сделать такой дренаж. И вот так вот завершаем. Я хочу добавить, для съемки настроили камеры, поэтому эргономика мастера немного страдает. Кто-то из вас уже, наверное, заметил, неудобно сижу. Но это все для съемки, все для вас, чтобы правильно продемонстрировать, показать. Эргономика мастера очень важна, как вы сидите, как вы ставите руки. Это важно для вашего здоровья. И плавно переходим на лицевую мышцу. Я наношу масло на лицо, лицо предварительно очистила. Упор будем делать на нижнюю треть лица, где тянут уголки рта, брыли. И здесь у нас круговая мышца рта тоже спазмируется, и красная кайма вовнутрь заходит, контур губ теряется. Что мы будем делать на эту зону? Мышцы-депрессоры зависят от эмоционального фона человека. Потому что на самом деле лицевые мышцы – это эмоционально зависимая зона. Поэтому, друзья, я бы хотела вам сегодня показать такие техники, которые на самом деле снимают напряжение. Тут есть щечные мышцы, их мы будем тонизировать, а эти мышцы мы будем расслаблять. Сначала на одну сторону переворачиваю лицо клиента. И начинаю с таких дренажных техник. На вторую зону сильно не давим. Можно работать только одной рукой, а вторая рука, как бы вам как опора служит. И те движения, которые делает левая рука, вот это фиксирует. И непосредственно перехожу на подбородочную зону. Подбородочная мышца крепится вот тут. Вообще все зависит от положения шеи и головы, конечно, но подбородочная мышца, она вот так вот укорачивается, и здесь как бы накапливается жидкость, поэтому мне хочется проработать их вот так, вот таким образом. Смотрите, я нажимаю на подбородок и делаю круговые движения. Локально работаем. Надавливаю на ткань и вниз веду.
Потом руки ставлю большой палец вот на край нижней челюсти, там, где крепится мышца, которая вниз тянет угол рта и нижнюю губу тянет. Смотрите, от этой точки я вверх вожу. Тоже мелкими спиральками. На самом деле этот прием не болезненный, наоборот, приятный. Прочесываем подбородочную мышцу вертикально и горизонтально. Я уже с двумя руками потихоньку. Давайте я поверну. От угла губ я делаю такие спиралевидные движения и буду от центра на край нижней челюсти двигаться. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Тренируем и сливаем. Видите, я на самом деле несколько техник использую и всегда завершаю дренажом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сливаю. Раз, два, три, четыре, пять. Сливаю. Я одну линию проработала, теперь чуть выше поднимаюсь к щечной зоне, да, и прорабатываю вот эту мышцу смеха, мышца щечная, по-другому называют мышцу трубочей. Это маленькая мышца, ну, тоже когда тонус теряет, и вот эта зона такая мягкая становится, и она провисает. И поэтому мне хочется эту зону протонизировать. Вот такими движениями, быстрые в темпе, я делаю круговое вращение. Раз, два, три, четыре. Хорошо видно. Чуть-чуть поверну еще раз. 3, 4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И фиксирую к зоне уха. Даже после таких процедур, после первой процедуры можно заметить, как быстро поднимается овал лица. Вот именно нижний треть лица сразу можно заметить. Повторяем все с другой стороны. И плавно двумя руками. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяем настолько, насколько возможно. То есть мастер на самом деле почувствует, ткань становится мягче, уже готов. Микроциркуляция улучшается, лимфоток, и можно лепить здесь ткань. Поэтому техники, которые вы делаете, вот видите на камере, мы немножко усиленно можем делать. Да. Сливаем. И щечная зона. Еще раз. Мышца смеха, мышца трубочей. Вот от угла рта до жевательных мышц снимает вот. Это прям такая маленькая мышца. Мышца смеха. Щечки, когда прижимаете к зубам, вот эта мышца участвует. Со временем руки мастера танцуют. Когда вы часто делаете массаж лица,
На самом деле можно здесь прямо креативить. Так, я теперь перехожу на круговую мышцу рта. Она здесь крепится, то есть снизу, сверху. Угу. Можно сделать точечно. Раз, два. Нажимаете эту зону 10, 12 до 18. Можете считать. Угу. Прорабатываем вот так вот. После этого прием переходит плавно на угол рта. Угол рта, некоторые замечают, здесь какое-то уплотнение есть. На самом деле уплотнение — это крепление мышц. Места крепления мышц. Вам кажется, как будто бы там есть уплотнение. На самом деле есть малая скуловая мышца и большая скуловая мышца, которая крепится на углу рта, к нижней части кожи. Мышца, поднимающая верхнюю губу и угол рта, тоже крепится вот тут. От угла рта начинается. Поэтому просто эту зону мы можем размять. Поразминаем. И плавно переходим, прорабатывая кисетные морщины на верхней губе и на нижней губе. Вот она. И потихоньку, медленно прорабатываем. Вот тогда даже форма губ меняется. Губы смотрятся будто расслабленные. Вот красная кайма вовнутрь же заходит, когда мы зажимаем губы. И контур губ действительно теряется. А это движение, по моим наблюдениям, кажется, что действительно увеличивает губки. Этот прием можно делать даже девушкам, кто себе гиалуронкой увеличивает губы. Не противопоказано, можно делать, нужно делать, я считаю. Угу. Все-таки ручным массажем мы усиливаем кровообращение, а это нужно нашим тканям. Угу. Фиксируем. Фиксируем от центра к периферии. От края нижней челюсти потихоньку сливаем. Дренируем и завершаем. Вот у нас четкий овал лица. Продолжение лицевого массажа. В прошлой серии я показала техники на нижнюю треть лица, а сегодня буду работать со скуловой зоной. Это носогубная складка, это зона вокруг глаз и лобная зона. С чего начинаем? Отдренируем эту зону. Как это делается? От центра к периферии венозный отток у нас протекает, да? Вот вдоль носа. Поэтому с этой зоны я начинаю массаж потихоньку. И это покажется как будто поглаживающее движение. Но на самом деле я здесь еще подключаю силу мысли. Я как бы представляю, что здесь прямо под моими руками тают мышцы, и венозный отток прям двигается, лимфооток улучшается. Я еще, вот видите, подключаю большой палец, я работаю и на скуловую зону, и на межбровку, и поднимаю верхнее веко. Это дренажная техника. Обожаю лимфодренаж. Во всех методиках применяю. Угу. Все, подготовили потихоньку, разогрели ткань. Если четко показать, смотрите. Раз, два, три, четыре. И у меня рука двигается к козелку уха. Вот она, к виску и дальше. Я на массаже лица клиентам, вот честно скажу, не люблю одевать чепчики, потому что захожу в волосяную часть головы. Следующая техника. Я буду работать на скуловой зоне. Что я делаю сначала? Я упираюсь на скуловую кость и делаю усиленный дренаж. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте я поверну, чтобы на камеру было хорошо видно. Усиленный дренаж. Я как будто бы кончиками пальцев захожу под кость от носогубки и увожу в сторону козелку уха.
И так делаю несколько приемов. Угу. Плавно перехожу на другую сторону. Смотрите, уже она, цвет ткани меняется. Лимфодренаж вообще это особая техника, которая подходит всем. Даже если вы свои вот косметологические уходовые процедуры делаете, вот дренаж, когда наносите крем, обязательно применяйте. Вот отдельно на зону скуловую зону. То есть можно вот с усиленным дренажом вот так вот провести руками, чтобы ваша сыворотка, масло, крем хорошо впитался. Угу. Следующий прием. Разминаем носовую мышцу. Носовая мышца крепится на ноздрях, на внутренний угол. И начинается она вот от переносицы. Да? Расчесываем. На самом деле мы тут проминаем. Угу. И работаем локально. На мышцах, на точках крепления. На точках крепления. Но мышца, которая уголки рта тянут. Вот эти две мышцы вот тут крепятся. Вот это место я прорабатываю, потихоньку ниже спускаюсь. И несколько раз прием повторяю. С этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Носогубная складка зависит не только от этих определенных мышц. Причин много. Даже если ортодонтическая проблема есть, если отсутствуют зубы, 5, 6, да, тоже это влияет. Мягкие ткани западают. Потом, если есть нарушение осанки, положение таза, тоже очень сильно влияет на носогубную складку. Но локально с мимической мускулатурой мы можем работать вот таким образом. Вот некоторые могут подумать: ой, носогубка, она же не проходит. Хочу сказать, носогубная складка, глубина уменьшается, расслабляется путем массажа. Поэтому вот средняя треть лица, скуловая зона, она ухоженнее смотрится. Здесь, по крайней мере, борозда вот так вот не торчит. Потом, если забиваются гайморовые пазухи, тоже это сильно влияет и является причиной к появлению носогубных складок, а именно вот так вот в борозды. Ну, мы здесь усиливаем отток жидкости, венозный отток. Угу. Прорабатываем локально и вот так вот фиксируем. Тянем. 1, 2, 3, 4, 5. Вообще массаж лица очень хорошо влияет на парасимпатическую систему, на нервную систему, на центральную нервную систему. Поэтому кто приходит на лицевой массаж, у нас вот в салоне и женщины, и мужчины кайфуют. Действительно, один раз пробуют, потом влюбляются, всегда приходят. Кто-то за эстетикой, кто-то просто расслабиться. Плавно переходим на зону вокруг глаз, а именно с внутреннего уголка глаз начинаем и соединяем с надбровной мышцей, с бровками, вот так вот. Угу. Здесь будет очень интересная техника. Работает на параорбитальную зону на очном семинаре блефаропластическом массаже. Я прям ставлю руку. Когда вы сами прочувствуете вот, при постановке рук, вы сразу ощутите и правильно сделаете. Вот насколько эта демонстрация покажется для вас реалистичной, вот пока не знаю, но попробую. Смотрите, я буду отталкиваться от венозного тока. То есть там, где проходит венозный ток. Я ставлю туда
всю ладонь, вот так вот, вот середина у меня не касается глаз. И здесь я упор делаю на ребра моей ладони, и она тянет вверх к виску, вот височную зону, к зоне роста волос тянет. Я здесь и поднимаю угол бровей, и тем не менее она лимфодренирует, дренаж выполняется. Раз, два, три, четыре. От внутреннего уголка ребра, потом плавно вся ладонь к виску и фиксирую. Ставлю несколько, останавливаюсь несколько секунд и потом только отпускаю. Вот посмотрите, какая разница. Даже вокруг глаз кожа светлее стала. Микроциркуляция прям очень хорошо улучшается, и лимфоток, естественно. И фиксирую мягкие ткани и опускаю. То же самое выполняю на другой стороне. Очень медленно. Вы прям представляете, как под вашей ладонью, под вашими руками тают эти мягкие ткани. И вы фиксируете, поднимаете верхнее веко, расслабляется височная зона. Все, синхронно. Дальше на лбу могу поработать. Я буду делать такие поглаживающие движения сначала. Потом костяшками могу проработать локально эти заломы. И вверх тянем. Угу. Здесь бы я еще подключила массаж головы, массаж сухожильного шлема головы. Там тоже и сосуды, капилляры находятся. Если улучшаем их, то это тоже способствует укреплению волосяных луковиц. Ой, девочки, массаж лица я прям обожаю. Есть несколько методик, и я всех призываю, приглашаю, научитесь этому навыку, ведь это прекрасно. Помогать нести пользу в этот мир. Вот так вот у меня завершается массаж лица. Мы завершили полноценную процедуру, выполнили массаж лица, который помогает снять отечность, расслабляет мышцы и влияет на центральную нервную систему. Друзья, не прощаемся, до скорых встреч. Ниже в описании найдете мои контакты. Буду рада быть полезной вам. Всем пока!